Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях довольно-таки интересная и крутая тачка от Ink Machines. Это Скорпион. Скорпионище, чтобы бить скорпионищей. Так, приехала она к нам, кстати, на ремонт. Упала и начала слишком сильно тарахтеть. Вот, но мы ее уже отремонтировали. Я, в принципе, сейчас расскажу, в чем были проблемы, как их решать и вообще, что за машина Скорпион. Коробочку мы отложим. Так, прислали нам, собственно, вот сам Скорпион и положили к нему этот чудо-магнитный картридж по той причине, что машинку надо было как-то проверять. Вот, в принципе, коротко, у официалов машина стоит на сегодняшний день 540 евро, то есть напрямую у Ink Machines 540 евро. У официальных представителей в России, то есть это Синдром Tattoo Shop, она стоит 730 долларов. Картриджи к данной тачке стоят 25 баксов за 10 штук, вот за эти магнитные картриджи. История с картриджами для Скорпиона, вот этими магнитными, очень похожа на историю с фирменными картриджами Стигмы. То есть, когда производитель пытается пропихнуть свои картриджи, то есть подсадить, точнее, народ на расходник. Но, как в случае с Стигмой и как в случае с Ink Machines, все мы видим, чем это заканчивается. В конечном счете, Стигма делает адаптер под стандартные картриджи, Ink Machines вынужденно делает также адаптер под стандартные картриджи, потому что, во-первых, найти эти магнитные картриджи проблема, и купить их проблема. То есть я не знаю, много ли кто, допустим, в России продает магнитные картриджи, но в Минске их нет вообще. Вот. Собственно, когда я смотрел на картинках на Скорпион, мне казалось, что это здоровенная палка-копалка. Но по факту машина небольшая. То есть в руке она лежит, ну, то есть достаточно компактная, да. Плюс, что меня подбесило, это вот эта вот балда. Вот эта вот балда, и сделана она была для того, чтобы в дальнейшем использовать аккумулятор в комплекте с тачкой, который вешается вверх. Так. Но в чем, собственно-то, проблема Ink Machines аккумуляторов, это в том, что они только работают со своей станцией. То есть, в принципе, это не очень круто. Поэтому, как, наверное, и цена различается на аккумуляторы. То есть, на Нордике аккум стоит, по-моему, 95 евро, а тот же, допустим, аккумулятор от AFK Irons стоит, там, по-моему, под 100 баксов. Это у официалов все, прошу заметить. Но аккумулятор от FK работает, в принципе, с любой тачкой, ему не нужен никакой блок. Вот. В случае с Ink Machines аккум тупо под Скорпион и ни под какую другую тачку. Вот, поэтому вот эта вот караганда, балда, меня раздражала по той причине, что когда я взял первый раз в руки в тачку, у меня вот эти вот пины начинают упираться в руку. Я думаю, блин, что за говно? Вставляю картридж. Есть важный момент, сейчас я покажу. В держателе, вы видите, есть такие пропилы. Вот они. То есть, картридж можно вставить только в двух положениях. То есть, либо так. И в таком случае, если вот у нас носик вот так выглядит, то есть вот он спереди, то я беру машину колоть. Условно скажем, где-то вот так, да. И это все выходит туда. То есть, блядь, у вас торчит кабель туда. Не назад, не в бок, а как-то под 45 градусов вперед. Переставляю картридж. Да, закручивается он тоже, кстати, в одну сторону. Переставил, беру. Вот, теперь кабель выходит назад. И, в принципе, я держу ручку, ну, точнее, держу машину, и вот, видите, стойки уже
руке не мешают. Я думаю, в принципе, как бы ни танцевали с этой машиной, стойки уже не упрутся. Другое дело, когда здесь нависнет еще аккумулятор, ну, не знаю. Ну, скорее всего, это предусмотрено, и упираться как бы ничего не будет. Но, опять-таки, это надо смотреть. Вот, поэтому решение, конечно, спорное. Но, опять-таки, объясню, почему это было надо. То есть, почему не сделать было здесь РЦА? Почему все пришлось делать здесь? Возможно, можно было придумать что-то другое, но опять-таки это было сделано с расчетом на аккумулятор. По той причине, что здесь нет привычного нам регулировки вылета иглы держателем. То есть держатель не крутится, он отщелкивается и достается. Вылет регулируется сзади, вот этой вот крутилкой. То есть вы крутите, и мотор у вас, ну точнее не мотор, а вся система двигается. То есть вот эта вот вся часть, она двигается вперед-назад. Вот. В описании указано, что максимальный ход у нас, точнее как бы ход, а он один здесь, 4 миллиметра. Ну и собственно и вылет 4 миллиметра. Ну вот мы выкрутили на максы. Так, сейчас попробуем подрубиться. Напряжение, в принципе, у них классически стандартное, до 12 вольт. Я так полагаю, что внутри стоит все тот же Faulhaber 1724, который они, в принципе, используют на всех своих машинах. Ну вот, да. Вылет, кстати, возможно, чуть-чуть меньше, чем 4 миллиметра. Хотя... Вылет маловат. Возможно, это обусловлено тем, что машина падала. Ну, не знаю, должен ли он быть больше, но по идее должен. Так, ладно. Вернемся к машинке. По вибрации, в принципе, она есть. То есть на сайте как бы у них написано в бенефисах типа экстремально низкая вибрация. Но я бы не сказал, что она экстремально низкая. Она достаточно ощутимая. То есть, если машину сильно сжать в руках, то она вибрирует, да. Вот. Но, опять-таки, ну, я думаю, что это не критично. Регулируя ход, ну вот, на самом мелком все прячется. По мощности, я думаю, что смысла тут что-то проверять нет. По той причине, что мощность должна быть та же, что и там у X2 и этого Stingray. Ну, мотор-то, в принципе, один и тот же. То есть, возможно, что-то там перекручено, но из этого 17-миллиметрового мотора как бы особо там чудес ждать не стоит, каких-то кардинальных изменений. Вот. Что еще хотелось бы сказать по этому Скорпиону? Магнитные картриджи, да, конечно, не знаю, насколько это удобно, точнее, дает ли это какое-то преимущество в работе, в отличие от классических картриджей. Да, возможно, нету дребезга иглы. Хотя, ну вот она так же само она трясется во все стороны. То есть, если мы опять-таки сейчас подключим, хотя я думаю, что особо не будет видно, но мы попробуем.
Но без типса, да, все это дело, конечно, трясется, как собачьи уши. То есть прям очень. Но, опять-таки, это будет, в принципе, с любой иглой. Я думаю, даже если брать в пример картридж обычный, будет то же самое. Так, как оно тут ставится? Вот, поэтому каких-то кардинальных, допустим, плюсов от магнитных картриджей, я думаю, что ждать не стоит. Возможно, это какой-то более мягкий удар. Но, опять-таки, это надо уточнять у мастеров, которые как бы работают этой машиной. То есть я не татуировщик, и я не могу вам дать сравнение, то есть как она работает. Кстати, если смотреть в иглу, то она вот интересно так под углом немножко поджата, то есть вот к этому краю типса, кстати, что очень грамотно. Вот. В целом мои впечатления как бы двоякие. С одной стороны, Ink Machines всегда славились своими технически ебанутыми конструкциями. Это Stingray, как бы, у которого там пиздец механизм. А в Скорпионе и подавно. Вот эта вот штука, она просто... Я не знаю, как бы... Да, это круто. Я, в принципе, как человек, который также занимается, допустим, производством, я понимаю, что с точки зрения производства это катастрофически, чертовски круто. Это вам не Cheyenne Pen, где там 5 деталей. Здесь просто космический инжиниринг. Вот. Поэтому с точки зрения подхода к производству, то есть это очень сложная машина в техническом плане. И в плане ремонта она также сложная, потому что когда мы ее разбирали, открутив вот этот вот регулятор, повыстреливали к чертям подшипники, там, ну, вы слышите, да, что она щелкает. Вот, разлетелось все, пришлось это тут сползать, собирать по мастерской, но все собрали. Вот. Чем мне постоянно нравится Ink Machines, это тем, что к каждой машине есть техническая карта, то есть где машина разобрана до мельчайших деталей, и вы можете посмотреть, где что, какие узлы, как разбираются. Вот. После падения, да, кстати, вот, собственно, почему она к нам приехала. Она упала и начала трещать. Начала трещать по той причине, что... Не знаю, получится ли сейчас это показать. Да. Вот этот вот пластиковый слайд, их тут два. У них есть мертвые точки. То есть, когда он возвращается вот в нижнее положение, вот этот вот зазорчик между... Этот зазор между упором, его не было. И получается, когда машина работала, сам слайд бился о вот эту вот крестовину, скажем так, ее, то есть с упорным подшипником. Вот. Кстати, да, этот механизм вы могли уже где-то видеть относительно недавно, но в немножко измененном варианте. Вот. Поэтому как-то так. То есть вся система двигается. И да, момент мы, кстати, когда получили, были вот с этой стороны есть пружина, а с этой стороны ее нет. Хотя паз как бы вроде под пружину есть. Но посмотрели потом техническую карту, и там ее тоже не оказалось. Поэтому, если кто вдруг надумает, что она у вас куда-то выстрелила, так и должно быть. В остальном и целом, то есть вот этот магнитный держатель, который можно заменить под держатель под картриджи, и там еще, кстати, да, есть какой-то механизм типа регулировки жесткости. Не знаю, допустим, как он работает, но в целом машинка прикольная. И если смотреть на работу механизма, то все это происходит следующим образом. То есть
По потреблению тока, кстати, вот казалось бы, здесь очень много точек трения. То есть это вот эти длиннющие направляющие, целых два слайдера. Но, несмотря на все сделано с такой крутой точностью, что потребление тока вот в холостом состоянии составляет всего 0,07 ампера. То есть, что очень мало для, казалось бы, такой сложной системы. Вот. Очень грамотный ход, кстати, с упорным подшипником, вот с этим вот. То есть здесь стоит мотор стопудово с очень длинным валом. То есть и вал упирается в подшипник, то есть что исключает его какие-либо осевые деформации. Вот. В остальном, кстати, в холостом режиме машина звучит тихо. Держатель, если сюда засунуть. Вот. Если с держателем, то да, звук уже немножко другой. Так она звучит помягче. В остальном, здесь, в принципе, больше не о чем говорить. То есть, технически для ремонта эта машина очень сложная. То есть, и пришлось поломать голову, как это все дело разобрать. Поэтому старайтесь не ронять эти машины. А если уронили, то объясняю, как мы это все дело фиксили. То есть здесь есть, как обычно, вот эти вот, не знаю, видно сейчас или не видно, вот эти вот маленькие гужончики, которые держат крестовину на направляющих. Вот он один, и вот он второй. И когда у вас вот должен быть здесь вот воздушный зазор небольшой, вот, и если у вас машина начала трещать, просто подрегулируйте немножко вот эту вот крестовину. Вот, потому что она может сместиться, так как держится всего лишь на двух гужонах. Вот. В остальном и целом, как бы, машина прикольная и денег своих однозначно стоит, в отличие, там, ну, если в сравнении с другими машинами, да, хотя бы по той причине, что технически это очень сложная машина, то есть здесь слишком много запчастей, которые как бы участвуют в механизме. Вот. И поэтому, если, допустим, вы там сравниваете тот же Xion, то технически, конечно, эта машина опять-таки сложнее Xion, хотя Xion также сложная машина. Но вам все-таки стоит ориентироваться на, конечно же, на работу, потому что в первую очередь вы ее покупаете не из-за технической сложности, там, да, как она тут устроена, а из-за работы. Вот. И с другой стороны, то, что должно вас как бы заинтересовать, это сервисное обслуживание, то есть которое предоставляет Syndrome Tattoo Shop в Питере. Вот. Это, кстати, очень жирный плюс, если что-то случится с машинкой, но в рамках гарантийного срока, даже постгарантийного. Чем мне постоянно нравились Ink Machines, это тем, что вы без проблем сможете купить абсолютно любую запчасть, вплоть до маленьких винтиков. Вот. Поэтому с этой точки зрения машина заслуживает внимания. Вот. Ну и плюс аккумуляторная система, конечно, жаль, что она работает только со своей станцией. Возможно, в скором будущем они это исправят, но что-то мне кажется, что вряд ли. Вот. А в остальном и целом вот как бы такой кратенький обзор. На этом как бы и все. Всем спасибо, всем пока.